Друзья, приветствую вас на канале Helga White, и сегодня я хочу поговорить с вами о наиболее актуальных и популярных профессиях в Словении. Для вас я проанализировала местный рынок труда и выписала наиболее встречающиеся вакансии. Эпидемия, конечно, дала толчок цифровизации во всех отраслях, что привело к резкому спросу на технологические таланты. По-прежнему остаются востребованными IT-специалисты. Сама знаю компании, которые ищут разработчиков мобильных приложений на базе iOS и Android систем. Также остаются востребованными инженеры-механики, электротехники. Не хватает медицинских работников. Особенно сейчас, во времена эпидемии, стало катастрофически не хватать медицинского персонала. Тем более многих переманивают на работу в соседнюю Австрию. Но, к сожалению, иностранному медицинскому сотруднику не так просто устроиться на работу в Словении. Помимо того, что нужно подтвердить свой диплом, еще необходимо сдать словенский язык на высокий уровень С, что не каждому под силу. Даже люди, которые живут много лет в Словении, подтвердили свой медицинский диплом, но не с первого раза им удается сдать экзамен словенского языка на уровень С. Также не хватает квалифицированных строителей. Несмотря на пандемию и закрытие большого количества ресторанов, профессия повар по-прежнему остается актуальной. И это не только связано с тем, что большинство ресторанов стали активно работать на доставку, но также из-за того, что среди молодых людей эта профессия не стала больше быть популярной. И молодые люди не горят желанием идти работать поварами. Очень востребованы мясники, тоже по причине того, что молодежь не желает больше работать по этой специальности. Профессия бухгалтера остается по-прежнему востребованной и актуальной, но если у вас нет словенского диплома, то вам придется переучиваться на словенском языке, сдавать экзамен на местную лицензию. При устройстве на понравившуюся вам вакансию минимально понадобится разрешение на работу, договор с работодателем и медицинская страховка. В комментариях меня спрашивали о профессии 3D-дизайнера. Несмотря на то, что эта профессия перспективная и многоуровневая, но, к сожалению, я ее не нашла в востребованных вакансиях на словенском рынке труда. Если вы хотите жить и работать в Словении как фрилансер, то знайте, что Словения не дает отдельную визу для фриланса. Вы можете, например, открыть свою собственную компанию в Словении, но тогда вам придется выплачивать себе стабильно зарплату ежемесячно и оплачивать достаточно высокие налоги по ДОО. ДОО – это схожая аббревиатура российского ООО. Через год у вас будет возможность открыть СП, то есть стать индивидуальным предпринимателем. По СП налоги будут значительно меньше, особенно в первый год. Но несмотря, например, на то, что вы, допустим, не будете иметь много клиентов и зарабатывать какой-то высокий доход, вам все равно придется оплачивать фиксированную сумму налогов ежемесячно. Если мы с вами заглянем в будущее, то в долгосрочной перспективе из-за быстрого развития общества и мира можем предсказать, что станут популярными профессии, связанные с новейшими продвинутыми технологиями, развитием робототехники, искусственного интеллекта, а также связанные с заботой об окружающей среде и заботой о людях, что очень важно в период
старения общества. Поэтому для работодателей станут востребованными кандидаты, которые будут способны непрерывно учиться, которые могут вести сразу несколько проектов, которые имеют гибкий ум, которые способны развиваться, скажем так. В описании к этому ролику я вам оставлю сайт, словенский сайт по поиску работы. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые полезные видеоролики с советами и просто с рассказами о жизни в Словении. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, я им всегда очень рада. Желаю вам большой удачи в поиске работы и до новых встреч. Пока!